Приветствую вас на своем канале. В этом видео я буду менять подшипник задний в Passat B3. Как он меняется, я вам попробую показать. Без каких-то сервисных услуг. Все в своих домашних условиях со своим инструментом. Есть там небольшие нюансы, где найти пазики, как выбить подшипник, вернее втулки или как там они называются. Я тоже не профессионал. Такой же специалист, наверное, как и вы все, которые будут смотреть данное видео. Всем всего хорошего и приятного просмотра. Ничего вроде бы сложного нету в данной замене. Один единственный может сложиться нюанс в замене заднего подшипника в Passat B3, напоминаю. Это снять вот этот гребаный барабан. Когда вы его давно не снимали, это может быть вылететь в самую большую проблему. Просто его снять, а не поменять сам подшипник. Ну все, начинаю процесс, снимаю, конечно же, колесо. Сначала откручиваю болты, ставлю донкрат, поднимаю, снимаю. Все это снимать не буду, буду делать, стараться короткое видео. Так, пока ничего сложного не предвещается. Нужно взять сейчас самый большой молоток, который у вас есть, и снять вот эту колбочку аккуратно, выбивая на себя. Все ложим отдельно на тряпочку желательно. Вот, кстати, мой операционный стол. Вроде бы все взял, да не все. Плоскогубцы не взял. Буду искать плоские губы. Плоские губы мы взяли. Здесь такой штопорчик. Ну, это я объясняю тем, кто, возможно, будет менять в первый раз. Опа. Штопорчик на месте. Это чтобы не откручивалась гайка, нужно тоже снять. Ну, и саму гайку, я думаю, откручу руками. Даже ключ не надо. Гайку снял. Шайбочка. Должна быть шайбочка. Вот уже подшипник хочет вылить. Все, уже подшипник нашел. Наш подшипник, кстати, сухой. Может, его смазать и будете еще гонять, не знаю. Ну вот, пришли мы к тому, что пора снимать барабан. А это уже самая плохая работа. Если он снимется, отлично, блин, ребята, поставьте лайк, хотя бы лайк. Я буду очень рад. Ну нет, конечно же. Нет, конечно же. Проблемы должны по-любому быть при снятии. Никогда не было у меня такого случая, чтобы он снялся отлично. Здравствуйте. Вот так вот просто чик и снять. Но что я скажу? Я снял барабан, ребята. Можно сказать, просто. Даже что минуты не прошло. Короче, вот наш барабан. Он, считай, новый у меня. Не вижу даже выноски. И обязательно нужно уже заодно проверить наши колодочки. Колодочки еще нормальные. Менять я их не буду. Вот одна колодочка только потерта почему-то. Менять не буду. Ручник у меня работает. Тормозят вроде бы тормозили. Ну вот, короче, меняем подшипничек. А дальше я вам покажу распаковочку подшипника, который я купил. И покажу, что в комплекте. Смазка. Далее даже смазку положили. Обалдеть. Сальник. Вот эта крышечка, которую я вот выгонял свою старую. Все есть.
Все отлично. Ну, инструкции, наверное, по замене. Дальше вот эти все запасные части. Вот шплинт. Ну и 2 подшипника. Вот они. Все. Хорошая комплектация. Ну, в принципе, и денег стоит хороших. Все, погнали менять. Сальник у нас есть, значит, этот можно доставать как-нибудь погрубее. Ладно, перевернем и попробуем с помощью подшипника его протолкнуть. Подшипник нам уже не нужен. Вот перевернули по подшипнику, прямо сюда бил, и подшипник оттолкнул наш сальник. Нужно нам поменять. Сейчас покажу, что. Вот эти обоймы тоже непростая задача, но мы попробуем справиться. А вот эти обоймы как раз находятся вот здесь внутри. И также в маленьких тоже должна быть такая обойма. Вот она. Только уже находится с другой стороны. А чтобы достать старые обоймы, нужно эту всю каку вычистить. Так, вот для чего я почистил это мазуты, чтобы показать, как выбивается не втулки, как же, обоймы, короче, да. Вот внутри есть такие пазики. Вот они, углубления, 3 штуки. Раз. И здесь вон 2, если видно будет на камеру, не знаю. А вот здесь вот 3. Это выбивать ту обойму, самую маленькую. И с той стороны будут тоже 3 пазика. Вон они даже, в принципе, видны. Мне видны. Вот пазик. Вот пазик. И вот здесь вот будет пазик. Чтобы выбивать уже другую обойму. Так, для этого, чтобы выбить наши обоймы, я беру вот такое зубило. Мне оно не острое, и самый большой молоток. Оно так просто не должно пойти. Должно немножко сопротивляться. Смотрим. Вот уже почти. Еще какашки есть. Ну, чтобы было наверняка, лучше что-нибудь подложить. Подложу и как кирпич, чтобы оно вывалилось. Все, первая обойма. Вот она у нас в руках. Будем доставать следующую обойму. Нужно ставить эти пазики и по очереди выгонять. О, и это вылетело. Отлично. Как-то быстро даже. И вот второе наше колечко. Вот так вот оно слаживается. Так, вроде бы все тут смазано. Желательно смазать обойму. Ну, вроде бы она смазана. И желательно что-то найти. Вроде бы такой головки. Но у меня ее нету, чтобы равномерно затолкать. Так, что я придумал? А придумал я вот что. Как накирнуть, главная задача. Берем старую обойму. Ее вычищаем, чтобы она не смазала нашу новую. Если честно, я не помню, как старый загонял. И будем вот так вот. Берем самый большой молоток. Главное, старую не загнать, потому что будет невозможно выгнать. Вот она заходит. Заходит. Лучше я возьму вот такую вот отверточку. Так вот наставлять. Дальше аккуратно продолжать загонять.
Ну и все. Она на месте, наша обойма. Ну, потом еще вытрется, чтобы мусора не было. Будем загонять нашу поменьше обойму. Должен подшипник вот так вот упираться в эту обойму. По-другому ее не вставишь. И, естественно, вот так вот гоним. Будет попроще. Здесь, возможно, даже подойдет и головка. Да, головка подошла. Берем самый большой молоток. И аккуратно по кругу. Ага, не торопимся. Не надо торопиться. Возьмем поменьше головку. О, это прекрасно. Главное, головку не засадить. Здесь опять же берем наш инструмент и потихонечку ее обсаживаем. Ну, в автосервисах такого не делают, наверное. Хотя я видел, что там видел, мне прямо в джету кувалды загоняли задние сайлентблоки. Я просто был в ужасе. Вот, в принципе, все. Очистим еще разок и будем ставить на место. Так, все мы очистили. Ух ты, не забудь подшипник вставить. А подшипник вставить нужно смазать. Так, смазки должно хватить нам на все. Какая-то темная смазка. Явно специальная. Не так все просто. Дальше выдавливаем на подшипник. Сейчас смазка у меня уйдет. Я ее жалеть не буду. Не надо жалеть смазки. Вот все, мы его заложили. Вот наш сальник. Вроде бы ничего не забыли. Вроде бы ничего не забыли. Ага. Нужно опять брать самый большой молоток. И аккуратно загонять наш сальник. Все. С этой стороны уже можно вытереть все, чтобы не разлеталась и наша смазка по барабану, потому что перестанут тормозить. Плохо начнут тормозить наши колодки. Дальше смазываем обойму. Нашу маленькую. Настоящий. Вот это какаха. Вот это какаха. Тут уже распределять не надо. Распределиться и само. О. Так, если вы сняли барабан, значит его и несложно будет поставить. Как показывает практика. Да и теории мало. Всего мало, но что делаешь? Чтобы сэкономить, нужно делать все самому. Вот как оно зашло. Вот, в принципе, и зашло. А что дальше ставится, кто помнит? Шайбы в комплекте не было. О, ужас. Вот этой шайбы в комплекте не было, да? Хорошо, что старую я никогда не выбрасываю. Так. Ну, как-то, по-моему, вот так. Дальше. Ага, у нас гайки нету в комплекте. Гайки нету. Гайка и шайба. Все ставится старое. Вот оно как. Так. Ее можно
прижать и отпустить. Вот все. Там я не помню, сколько оборотов. Там судите, ругайте меня. Оборотов я не помню, сколько надо. Да, можно сейчас одеть колесо. Так, так. А потом уже я буду смотреть, насколько зажимать его нужно. Так, ребята, я показываю, как я делаю. Не так, как нужно, а по своей логике. Нигде ничего не читал. Ну, когда-то что-то менял, подшипник тот же. Вот я прижал колесо небольшим усилием. Сейчас смотрю шатку. Если она маленькая есть, то можно немножко прижать. С чувством. Она не зажимается, она под конусом. Все маленькая. Что-то слышно есть. Этого достаточно. Покатаемся день, к примеру. И потом можно снять и еще поджать, если будет мало. Все, ставим все назад. Правда, не знаю, куда все делось. А, вот все. Ставим все новое. Так, дальше. На штопор. Так, нужно попасть так, чтобы не откручивалось. На штопор. Опа. Есть наш штопор. Нужно его развести. На штопор. Чтобы наше колесо не вздумало раскрутиться и убежать от нас. Потому что если оно убежит, то убежим тогда и мы от него. Все. Этого достаточно. Осталось одеть вот такую пробочку. Все. Ну тут уже спустить с нашего донкрата и закрутить колесо, я думаю, все справятся. Не знаю, было ли кому это видео полезно или будет полезно. Все равно всем спасибо за просмотр, кто особенно досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, я и в дальнейшем буду выкладывать типа таких роликов про Passat B3, не только про электронику. Ну, что-нибудь такое про паяльное мастерство, которое я не учился, опять же, все самоучка, все своими вот этими, можно сказать, руками. Всем спасибо за просмотр еще раз и пока-пока.